Всем привет! В этом видео гироскоп и дисплей I2C-шные. Код, который будет дальше, сделан из мяса, мозги отсутствуют. Работа с шиной сделана через прерывание на контроллере STM8S в качестве примера. Боги-инженеры ST Microelectronics засунули туда аппаратный модуль I2C. Он сам генерирует SCL и SDA сигналы. В этом видосе я сначала расскажу, почему я уважаю прерывание, а потом расскажу, какие железки с Алиэкспресса использовал. А еще потом кратко опишу логику программы, на которую я убил дней, наверное, 5 отпуска. Зачем вообще эти долбанные прерывания? Смотрите, в примере вот STM работа с шиной складывается так. Пишем в регистр команду генерации старта. Потом в while с проверкой тайм-аута ждем, пока не включится бит, что старт сделался. Потом отправляем адрес. Ждем, пока передался адрес. То есть везде циклы while. И взаимодействие с шиной сводится к записи в регистры и ожидании включения битов в регистрах в ответ на события в шине I2C. Что дают прерывания? Рассмотрим на графиках логического анализатора. Запускаем прогу и ловим, что у нас на пинах. 10 раз в секунду выводим показания гироскопа и читаем с него новые данные. Они у нас на одной шине с экраном. Тут у меня сигналы I2C, обработка прерываний, выполнение команд, push-pop, обработки очереди. В пустую очередь суем команду старта с адресом, которая сразу инициирует старт. Вот его видно. Вызвалось прерывание обработки старта. Оно инициирует отправку адреса и завершается. Дальше проц занят выполнением основной программы, из которого надо вычесть время обработки прерывания для честности. Засунули в очередь следующую команду и продолжаем программу. Аппаратная I2C-шная часть контроллера тем временем занята своими байтами. Следующий пуш в очередь и так далее. Прерывания вызываются и управляют работой аппаратного I2C, выталкивая из очереди отработанные команды. Они в нижнем графике. Простите за аналогию, но это как мячик, который мы пнули и ждем, пока остановится. А когда остановился, пинаем в нужную сторону. Нам не надо дергать ногами контроллера и ждать, когда отправится очередной байт циклом while. Ну или когда еще что-то там произойдет. Проц прерывается только на события типа сгенерировался старт, отправился байт, там, ну и так далее. Таким образом получается что-то типа мультипоточности. Поправьте меня в комментах, если я преувеличил. Так как это STM8, то дыма тут не приплетешь. Я это сделаю в видосе про STM32, если это кому-то вообще будет интересно. Дома, кстати, может сам писать и читать в память байты от периферии, без участия проца. Вообще, я этой темой с I2C шиной начал заниматься, чтобы подключать такие экранчики, которые стоят как чекушка в водке, но кайфа приносят больше. Ну если вы извращенец типа меня. Логический анализатор брал вот этот. Всем крайне рекомендую. STM8S 103 F3P6. Вообще изобрели инопланетяне и потом улетели. Этой штукой он шьется и отлаживается. Точки останова это наше все. В отличие от Arduino, где программатор дороже. Шестиосевой гироскоп с акселерометром тоже дешманский. Такой стоит в полетниках контроллерах Omnibus, на которых я собрал пару квадрокоптеров. Пробела нажимающий код Лися ничего не стоил. Его подобрали на улице.
Он тоже любит STM и всякие мелкие штучки. Но когда начинает мешать, подвергается изгнанию нахрен со стола. Ладно, к делу. Очередь циклическая, состоит из массива структур. Каждый элемент очереди содержит байт команды, байт данных и указатель на следующий элемент. Команды push добавить, pop убрать и процесс для обработки текущей команды. Какие бывают команды? Бахнуть старт с адресом, сгенерировать задержку, нужно для инициализации, например, гироскопа, прочитать сколько-то байт в буфер, сделать стоп. Push при незанятой шине добавляет элемент и стартует обработку. Обработка смотрит, что за команда, и инициирует соответствующее действие, на которое будет реакция в прерывании. Ну, кроме стопа и прочих команд, которые не генерируют прерывания. Обработанный элемент отмечается 6-м битом в команде. Если при добавлении элемента следующий является не выкинутым, то очередь забилась, и мы ждем, пока освободится. Явление редкое, особенно если прос что-то считает тяжелое. Поп выкидывает из очереди элемент, метит как незанятый и передвигает указатель на элемент вверх. Везде стоят проверки, которые приводят к одной единственной функции обработки ошибок. Есть два указателя на очередь. С одним работает аппаратная часть, с другим добавление, push. Таким образом, аппаратная пытается обработать что-то и догнать конец очереди, который как бы убегает, что бы это ни значило. Оба волатильные, потому что могут меняться в прерываниях. Указатель на буфер чтения и сопутствующие переменные нужны, чтобы сослаться на область, куда попадут прочитанные данные, ну и сколько именно их туда упадет. Обработчик прерывания. В нем смотрим, какая команда спровоцировала это прерывание, и решаем, что делать дальше. Например, после генерации старта отправляем адрес слейва, либо инициируем упреждающую передачу байта, либо просто обрабатываем следующий элемент очереди. Я тут кое-где наговнокодил с оптимизацией. Она вообще, оптимизация, старается, чтобы побыстрее что-то инициировать, чтобы занять аппаратную часть. А основной поток пока будет выкидывать элемент из очереди, анализировать следующий и тому подобное. Есть в датасете интересные ситуации, которые обрабатываются через одно место. Например, при чтении последнего байта надо сразу отправлять генерацию стопа без подтверждения, иначе потеряется арбитраж, флаг AF. Ладно, не буду вас грузить флагами. Ради хохмы поставим точку остановок в прерывании и посмотрим, чем занята программа. Я на эти байты уже смотрю как нео в матрице. Дурка просто. Тут видно, что текущий элемент очереди — это обработанный старт с адресом, а за ним идет отправка байта. Судя по всему, какая-то команда дисплея. По шаговой отладке видно, что сгенерировался адрес, а следующим в натуре идет отправка байта. Инициируем отправку, выкидываем команду из очереди, и все, конец прерывания.
Ну короче, все элементарно. Давайте посмотрим, как читаются 14 байт данных с гироскопа. Старт и адрес гироскопа с записью. Регистр гироскопа, откуда начинаются наши данные. Повторный старт и адрес гироскопа с чтением. И поехали читать байты в структуру с координатами, скоростями. В общем, как-то так это работает. Единственная сложность в нелинейности выполнения программы за счет прерываний. Последнее. Как инициализируется гироскоп? Записью. Точнее, сбросом бита в регистре гироскопа. Сброс бита — это значит, что этот регистр надо прочитать, наложить маску, применить OR битовый, затем записать новое содержимое регистра. Для полноты картины после этого нужна еще и задержка. Так написано в даташите. Указатель на структуру, куда читать данные, тоже ставится через команды очереди. В заключение, друзья, скажу, что это, конечно, геморрой размером с кулак. Но преимущество по быстродействию, конечно же, есть. Особенно на низких скоростях шин I2C, которые делаются низкими, когда длинные провода между устройствами. Ну, надеюсь, видео было полезным. Исходники в описании. Буду рад комментам. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.